Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Кирилл Набутов прямо сейчас со мной на связи. Кирилл Викторович, здравствуйте. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Друзья, очень насыщенное время, исторический день в истории Российской Федерации, Украина, которая планомерно работает над тем, чтобы идти вперед и наступать. В общем, такие какие-то переломные события происходят, чтобы за всем следить и ничего не пропустить, и знать как можно больше граней всего происходящего. Я очень рекомендую подписаться на YouTube-канал Кирилла Викторовича, который он делает не один, он так и называется, Набутовы. Ну и, конечно, телеграм-канал, ссылки все в описании, пожалуйста, приходите, интересуйтесь, ставьте лайки. Кирилл Викторович, мятеж Пригожина. Какие мысли у вас вызывает завершение всей этой ситуации? И вот это, знаете, фраза «это еще не конец», она так гуляет, когда разные эксперты анализируют все происходящее. Действительно, это эпохальное событие с походом на Москву закончилось, но закончилось ли противостояние? Вы заговорили о фразе «это еще не конец». Я вспомнил, как однажды во времена, когда шли войны, гражданские войны в маленьких странах Латинской Америки, я не помню, это было в Панаме, да, или в Никарагуа, диктатор Сомоса был, Сомоса, против которого, значит, воевали прогрессивные, значит, силы национально-освободительного движения. И значит, Сомоса долго не хотел сдаваться. Я сейчас просто на всякий случай, чтобы не быть ослом, извините, пожалуйста, если что, вы поправите меня. По-моему, это было Никарагуа. Да, совершенно верно, это было в Никарагуа. Значит, я забыл, в какие годы, там, условно говоря, в 70-е годы. Короче, диктатор никарагуанский Сомоса, он, значит, спасался, поскольку давил его Национальный фронт освобождения Сандино, там, в общем, со всех сторон его душили. И он прятался, и один из политических комментаторов центрального телевидения советского сказал: «Сомоса сидит в бункере и оттягивает свой конец». И Да-да. поэтому, когда сейчас говорят, значит, это еще не конец, я неизбежно вспоминаю эту фразу про Сомосу, который сидит в бункере и оттягивает свой конец, по словам центрального советского телевидения. Вот. Но, как говорится, шутки шутками могут быть и дети. Вы начали вступление, говоря про исторический день в жизни, значит, поворотный момент, исторический день в жизни России. Мне очень печально, на самом деле, что в стране, в которой я родился, и паспортом, который я обладаю, подобные вещи, происходят, и, не воспринимаются как какие-то исторические дни. К сожалению, историческость этого дня состоит в том, что в России, стране, которая всем рассказывает, что она совершенно нормальное, цивилизованное государство, возможны такие события. И это самое ужасное. Ну и дальше есть масса вопросов относительно того, что собой сегодня представляет система государственного управления в России. Как работают государственные институты, как работают чиновники в погонах и без, как они отвечают перед своим народом, который их же, собственно говоря, и оплачивает за безопасность этого народа и прочие вещи. Я уже не говорю о том, что устроено с 24 февраля прошлого года в Украине. Кирилл Викторович, есть мнение, что это все в какой-то степени некий спектакль. Ну и Z-патриоты уже благодарят, обсуждают, да, вовсю вот эту, как бы малую кровь, да, которая все закончилась, мол, могло было быть крови больше, а так вот только там 15 человек вроде бы как насчитали всего, но тем не менее это утрата, но как бы в шаге от развала государственности все остановили и сделали это преднамеренно, используя какие-то там рычаги. Опять-таки непонятна фигура Лукашенко. Как вам кажется, вот вы склоняетесь к постановке или, каким-то другим сценариям всего происходящего, что... Постановки чьей? Смотрите, как бы очень много вопросов, что Пригожин идет на Москву, как бы он за Путина, он же не свергает Путина, он свергает Шойгу, но рушится, получается, вся российская государственность. Это играет против Путина. В ярости Путин записывает обращение. И это все некий спектакль ради
каких-то выгод. Вот эти выгоды в Нет, ну, конце не очень понятны. вот я хотел спросить, эту постановку кто как бы придумал и реализовывал, вот по мнению тех, на кого вы сейчас сослались, потому что мне как бы не очень понятно, кому такая постановка может быть выгодна, кто ее оплачивал. Ну, условно, ФСБ сбивает генералов. Ну, это так, очень условно, очень широкими мазками. Ну, мы с вами можем, конечно, строить различные предположения, но если это ФСБ устроило эту постановку, то ну, можно только пожалеть Российскую Федерацию и граждан Российской Федерации, служба безопасности которой работает такими способами, потому что ФСБ расписалась в собственной, абсолютно собственной некомпетентности и неспособности что-либо делать из того, что ей предписано законами государства. Вот и все. Где были ФСБ там, соответствующих областей, по которым, значит, проехались на танках и прочей технике некоторые граждане, скажем так, некоторые граждане, получающие зарплату в некой частной компании, которые владеют оружием, где службы безопасности, которые проверили этих граждан. Службы безопасности сегодня сажают людей на многие годы за то, что они вышли в одиночный пикет с плакатиком, бьют демонстрантов на улице, которые в соответствии с законами реализуют свое конституционное право выйти на улицу и, да, скажем, там, что-то демонстрировать. Сажают людей там за государственную измену по фуфлом обвинениям и так далее. Где органы безопасности страны, которые должны защищать граждан от неожиданного появления огромного числа людей с индивидуальным оружием стрелковым, с танками, с чем еще, зенитными орудиями и так далее. Поэтому какой же смысл? ФСБ расписалась в том, что она просто непригодна ни к чему. Не говоря уже о том, что не мне вам рассказывать, что регулярно, значит, Белгородскую и другие пограничные области вдоль границы России и Украины проникают некие вооруженные группы, значит, является ли это там русский добровольческий корпус или любые другие, приходят, погуляли и уходят. Потом размещают все видео. Проникнув на территорию России совершенно свободно, а эта территория должна охраняться погранвойсками, которые тоже принадлежат ФСБ. Значит, граница России никак не охраняется, если раз за разом туда могут проникать какие-то вооруженные люди. Сейчас неважно, какие, в принципе. И потом пропагандисты, Z, не Z, все эти платные клоуны рассказывают, впаривают, значит, гражданам по телевизору, вот так вот пытаясь просочиться сквозь струйки дождя, выискивая формулировки какие-нибудь, чтобы, не дай бог, не подставиться, а то от кормушки отодвинут, выгонят с работы, рассказывая о том, как, что диверсанты отогнаны, уничтожены, рассеяны, вытеснены за территорию и так далее, и так далее. Не показав ни одного диверсанта и ничего подобного не сделав. Если считать, что такими постановками занимается ФСБ, так ну все ФСБ с самого начала необходимо взять просто и уволить. Но они сами расписываются в своей собственной несостоятельности, вот и все. Это к вопросу о том, постановка это или нет со стороны ФСБ. Я так думаю, размышляю вслух. Кирилл Викторович, а Вагнер, ну, потерял свою популярность и любовь, потому что многие, ну, народную, потому что многие как-то разочаровались во всем происходящем. Все ждали от Пригожина, что он дойдет до Москвы, он же за справедливость шел против зажравшихся коррупционеров. А тот не дошел там совсем немного, развернулся и договорился с Лукашенко. Как вам кажется, вот эта справедливость на щите, да, которую нес Пригожин, которая откликнулась у народа, ну теперь получается не во что верить? Ну, понимаете, вы спросили меня, потерял ли Вагнер популярность у народа, потому что все, значит, его приветствовали, кажется, так вы сказали. Я не знаю, это надо спросить у народа. У меня, честно говоря, никакой популярности особенно. Я часть народа, маленькая часть российского народа, поскольку я гражданин России. То есть у меня никакой популярности такого рода организаций, скажем так, про которые недавно еще Женя Пригожин говорил, что они не существуют, что он к ним не имеет никакого отношения, да, и которые, в общем-то, существуют в незаконном поле, во всяком случае, до недавнего времени были абсолютно запрещены, но при этом существовали.
У меня эта организация популярностью не пользуется. Что касается народа, то в России проживают 100 с лишним миллионов человек. Нескольких людей, несколько тысяч человек из этих 100 миллионов я знаю лично. Среди них я не встречал, я разговариваю много каждый день с россиянами, я не встречал большого числа людей, которые пользуются популярностью, значит, господа из этой группы. Но, с другой стороны, вы, наверное, видели видео, где горячие Люди ростовские граждане. аплодируют. Да, ну, понимаете, Ростов носит со времен дореволюционных, Ростов носит титул Ростова папы, а Одесса мама, как известно. То есть это два главных криминальных центра на просторах бывшего Советского Союза. Понятно их местоположение, почему и что, это давние исторические дела. Ну вот ростовчане, бравые ребята, многие из них наследники казаков донских. А что такое донские казаки, так же как запорожские казаки? Это вооруженный сброд. Это бандиты, это беглые крестьяне, это там бывшие там остатки каких-то этих самых татарских банд, это все что угодно, которые собирались вместе на территориях, которые были недоступны на тот момент для российской короны, вдали, и организовывали собственную жизнь, сформировавшись не в этнос, но в определенные группы. Такие, в общем, практически потом государственные, если вспомнить договоры Богдана Хмельницкого с Москвой, например, да, во времена Алексея Михайловича. Он ведь все-таки был гетман, который подписывал как глава, фактически как глава государства, или аналог главы государства. Он подписывал договоры с московским царем. А потом его наследник, там гетман Выговский, допустим, расторгал эти договоры и уже воевал с московским царем как союзник поляков, как союзник турок. То есть уже формировались некие государственные образования. Вот сегодня у нас жители Ростова, жители Дона, в большой своей части потомки бравых донских казаков. Значит, они все за большую свободу и ценят сильных, крепких, независимых мужиков. Из бандитов они или нет, для казаков не важно. Вот, собственно говоря, вот это новое казачество в Ростове так граждане приветствовали. Но среди моих друзей и знакомых я не помню, что кто-то высказывал сильно в восторге по поводу происходившего. Насчет того, верят люди или не верят, что там Пригожин шел за справедливость, большинство людей наплевать. Большинство людей, как всегда, в любой стране надеется, что всякие такие неясности пройдут мимо них, что пронесет, это их не коснется. И они смотрят это как сериальчик. Естественно, всех интересует, что будет дальше. Там, интересно, пошел на Кремль. Скинет Путина. Путин сбег, не сбег. Ха-ха-ха. Полно таких людей, которым просто интересно приколоться, посмотреть, что будет. На ваш взгляд, эти события пошатнули трон Путина? Я пока не вижу, чтобы трон Путина сильно шатался, но то, что Путин проиграл, безусловно, это 100%. Вопрос второй, что много ли народу об этом задумывается? Не знаю. Но пока в глазах большинства, наверное, не пошатнулся, но то, что государство, в российском государстве его символом является Путин для большинства, поскольку большинство в этом убедили, что нету Путина, нет России. И Путин – это власть, хотя источник власти по Конституции России – это народ. Народ избирает человека президента, но и доверяет ему правительские функции. С точки зрения того, что то есть нормального здравого смысла, если такие вещи происходят в стране, так же, как если страна начинает то, что она начала 24 февраля прошлого года, своими войсками, не объявляя войны соседнему государству, просто напав на него силами нескольких армий, если это происходит в стране, то это вообще уже государственная катастрофа. А сегодня она еще приобретает черты катастрофической комедии в связи с тем, что происходило. Примечательный факт, такой эпизод. Понятно, что их было много, как и там разговоры местных жителей с вагнеровцами, как и там разворот Пригожина. Примечательный был факт, о котором узнали там условно на следующий день, когда все закончилось, это то, что достаточно большие, такие крупные группы вагнеровцев сдавались полиции.
сдавались полиции, потому что не хотели участвовать во всем этом, да, и их там как бы принимали, ну и перераспределят определенным образом, я так понимаю, по частям или там по другим ЧВК, подписавшим контракт с Минобороны. Я хочу вот у вас узнать, ну, вот именно вот эта параллель, да, с 17-м годом, который провел Путин. Удар в спину, говорит, в общем, смута, 17-й год. Вот это возможно вообще в России? Что И, именно? ну, Я не вот понял, что именно? повторение вот этих событий. Потому что нарратив, что в эти дни Россия была близка к развалу, ну, он как-то заставляет задуматься. Вы считаете, что... Что понимать под развалом? Смотря что понимать под развалом. Развал на несколько частей или что? Или падение центральной власти? Что вы имеете в виду под развалом? Ну, падение центральной власти, отделение определенных частей, потому что, ну, извините, В эти дни Россия не была, в России в эти дни Россия не была близка к падению определенных частей. но на картах Deep State, это мы все следим, да, вот кто Украина, украинцы, россияне, они следят за картами Deep State, они меняются, ну, мол, как линия фронта продвигается. Так. Уже было зафиксировано, что Ростов не контролируется, ну, там, правительством Российской Федерации. Поэтому это так очень, ну, так, информационно умилило. Продолжайте, пожалуйста. Не, ну то, что было на картах такого сорта зарегистрировано, что в тот момент там отсутствовала официальная государственная власть, это безусловно так. И это как раз и есть от того, каков уровень сегодня государственной власти, каков уровень людей, которые назначаются. Сегодня выборы уничтожены. На самом настоящих выборов в России не существует, выборов губернаторских тем более не существует. Там стоят ставленники Кремля, вся задача которых исключительно только одно – усидеть. Усидеть на теплых местах, где можно кормиться и нравится Москве. Тогда я буду сидеть хорошо. Вот результат, что ни один из этих губернаторов ничего не сделал, не возглавил, я не знаю, что там, народное ополчение против непонятных людей, непонятно под каким мандатом тут ездящих на танках. Между прочим, танки наносят колоссальный ущерб дорожному покрытию городов, бюджетах городов и не только городов. В бюджетах нет денег на ремонт дорог, в бюджетах нет денег ни на что. А теперь нужно будет находить деньги, чтобы ремонтировать то, что осталось от этих танков. Это все головная боль губернаторов. Но все губернаторы проявили себя как полное дерьмо, которые сидели все на телефонах, боясь что-либо сделать. Более того, могу вам сказать, что я разговаривал с людьми, служащими в ФСБ, которые говорили мне, что интересовались у старших товарищей, что там, как делать. Они рассказывали, так сказать, уже в сердцах, скажем так, что получали информацию сверху, там, не знаю, кого, что сидите, не дергайтесь, как бы все рассосется. Примерно так. Да? Так это или нет, я не знаю, но проверять не собираюсь и не могу, но сам факт, что такие разговоры возникают, означает, что, повторюсь, что государственных интересов никто не защищал. Я оговорился, наверное, только сказал, что я разговариваю с людьми в ФСБ, я разговариваю с людьми мужья, которые слушают. Вот. И суть от этого не меняется. И государство показало, что оно не контролирует ситуацию. В этом смысле там Deep State, наверное, прав, показав, что в Ростове-на-Дону там не было власти. Но это не значит, что страна распадется на куски так быстро. Что касается угроз для центральной власти, ну, собственно, все и смотрели этот сериал с интересом, что произойдет дальше. Что задумал этот веселый наглый Пригожин и куда его дальше пустят, потому что все увидели, что оказывается, что города не защищены. И вот против такого неожиданного нападения. Ну хорошо, а если бы это была вооруженная группировка, чисто теоретически, допустим, я не знаю, там, вооруженных сил Украины. Да? Хорошо вооруженные, хорошо мотивированные люди, которые горят желанием защищать свою страну. Вот они решили нанести такой удар в сердце государства противника, государства агрессора. А то же самое было? Возникает вопрос. Ну и тут же вы видите, как, Кирилл Викторович, технология зеленых человечков.
То есть зашли, никого не трогают, оцепили здания ключевые, зашли на какие-то предприятия, что-то взяли в периметр, ну и вот и стоят, да, караулят. То есть никто, мирные ходят рядом, смотрят, фотографируются. Ну, как бы, как тогда, если это не Вагнер, действительно повели бы себя в Российской Федерации? Это прям очень интересно. Технология зеленых человечков, мне кажется, как вы сказали про технологию, состояла в том, что необходимо было обеспечить бескровный захват власти и захват представителей власти. Я напомню, что в Крыму зеленые человечки в том числе занимались тем, что они вытаскивали депутатов, крымских депутатов региональных, сгоняли их, значит, под штыками и дулами автоматов, значит, в место, где собираются депутаты, чтобы они проголосовали соответствующим образом. Это было просто прямой совершенно захват органов власти и людей, которые работали в этих органах власти. Здесь, я думаю, что ситуация немножко другая, но в принципе, что все то же самое, необходимо взять центры принятия решений. И тут выясняется, что город Ростов-на-Дону, в котором находится штаб округа, на который замыкается не только все войсковые дела, которые воюют в Украине, но еще и весь Кавказ, весь Северный Кавказ, где тоже, как известно, есть чем заниматься. Выясняется, что этот город никаким образом не защищен, и таким легко. И так легко эти центры могут быть взяты без единого выстрела, еще и под аплодисменты толпы. Вот что меня больше всего, если без шуток говорить, вот что меня больше всего поразило, что мало того, что публика гуляет там на соседних улицах, это свойство любой гражданской войны. Это всегда так. Вот тут вот в центре горят страсти, гибнут люди, а за 2 квартала до этого или через 2 квартала после могут работать рестораны, магазины, там идти спектакли в театрах и так далее. Это признаки, свойственные для гражданской войны, где нет фронта как такового, где может происходить все что угодно внутри. Вы заговорили про 17-й год, и про Путина, и все такое прочее, что он там сказал, что это удар в спину, 17-й год. Путин истории не знает. То, что он рассказывает про историю с экрана телевизора, как правило, это в основном, по-моему, то, что пишут ему шестерки, и это очень часто выглядит глупо и нелепо. И сейчас, по поводу 17-го года, когда он говорил, уместно говорить про другое, насчет там выстрелов в спину и прочие вещи. Удар в спину России был нанесен партией большевиков, членом которой состоял потом господин Путин, ну и я тоже состоял в партии большевиков, ну, точнее, в отрыжке этой партии под названием Коммунистическая партия Советского Союза. Уже в конце 80-х годов мне казалось, что наступила перестройка, и вот теперь вот теперь нужно строить новую страну, и надо идти действительно отдать себя ее строительство. Вот я понимал по своей глупости тогда, что быть членом партии в этом смысле почетно, и даже есть такая обязанность. Если ты порядочный человек и хочешь строить новую жизнь. Там оказалось, что я был идиотом. Думаю, что Путин, говоря про удары в спину в 2017 году, просто не догадывается о том, что самый главный удар нанесли именно большевики, захватив власть вот так на раз. Но я пару раз говорил даже в нашем YouTube-канале Набутова, еще пару месяцев назад, первый раз, даже 3 месяца, наверное, назад, что Пригожин играет на тех же картах. Я тогда не знал, что он устроит вот эту попытку. Я не знаю, что это. Это путч или спектакль, как угодно. Скорее спектакль, чем путч. Что он играет на тех же картах, на которых играл Ленин. Шутки шутками. Ерунда, 100 лет прошло, правда. Как можно сравнить Пригожин, Ленин? Ну, кроме того, что они оба лысые, и обладали громким голосом, что еще? Но если мы задумаемся, то в чем была популярность Ленина? Популярность Ленина была чисто теоретическая, его читали, потому что он за границей сидел 25 лет почти. Но когда он появился, он мгновенно стал популярен в Петрограде в 17 году. Почему? Потому что он великолепно публично выступал. Он говорил простым, ярким языком, выступал много, громко, обращался к простому народу с простыми, понятными словами, без бумажки. То же самое делает Пригожин. Делает Пригожин. Простым языком,
На зоны приезжает, он разговаривает с зэками простым языком, они видят, что он наш, потому что он тоже сидел, он, значит, что, значит, там на нарах спать, баланду жрать. Это первое. А законы публичных выступлений просты. Важно не то, что говорит человек, важно, как он говорит. И если он попадает своей интонацией, своей эмоцией, своей страстью, если он попадает простому слушателю в душу, тот слушатель схавает любое говно, которое он вбегает туда. Особенно, когда он говорит: справедливость, мы за справедливость. Или наших пацанов здесь убивают, вот лежат их тела, еще кровь не остыла. О, блядь, как он, сука, сказал-то, вот за пацанов он. Ленин делал почти то же самое. Он говорил громко, он говорил ясно и предлагал понятные народу ковришки. Я старый человек оказался неожиданно. Я знал двух людей, которые вживую слышали Ленина, которые стояли рядом. Я их застал, я с ними разговаривал. Один из них умер в 2002 году. Ему было, даже в 2004, ему было 102 года или 103 года. Другой человек умер в 90-е годы. Он слышал Ленина в 17 году с балкона того самого особняка балерины Кшесинской в Петрограде. Я спросил, что он тогда запомнил. Евгений Сергеевич Салтыков, последний граф Салтыков на территории России, заслуженный мастер спорта. Он сказал: я случайно шел мимо, увидел толпу, которая слушала какого-то человека, кричащего что-то с балкона. Я остановился послушать. И люди слушали его как замороженные и говорили: хорошо говорит. Но я тогда подумал, какой у него громкий голос, ведь микрофонов не было, а слышно было очень далеко. То есть оратор, который попадал народу, простому народу, толпе, вот сюда вот, в мозг. Что вместо этого предлагает народу власть? Путина, над которым все смеются, что он сидит на карантине или там сидит в бункере постоянно. Чтобы попасть к нему, нужно просидеть карантин. В середине июня было награждение очередными орденами и медалями там в Кремле какого-то. Под это самое, как называется праздник 12 июня в России? День России. Вот это вот. Новый Господь. Ох, как называется этот праздник? Ну, я боюсь, или День флага, я старый России, человек. Да, День России. Я знаю, на самом деле, День Победы, да, я знаю, День рождения, Новый год. Ну, да, я помню старые праздники, там, я не знаю, 1 мая, 7 ноября был, там был День Октябрьской революции, День России. Я же просто Кирилл Викторович, День России — это как бы скорбная дата в календаре России, если учитывать, что для Путина личная трагедия, что распался СССР. Ну, это так, ремарка. Не имеет значения сейчас это. Короче говоря, я знаю, там кто из моих знакомых оказался в числе награжденных, которого награждали в Кремле. Так ему пришлось просидеть несколько дней в карантине. И не имело значения, там, занят он, не занят, и что, чего, куда. Он был выбор. Мог не сидеть, он попадал бы под черную метку сразу. Если бы он сказал: что я тут буду сидеть 10 дней для того, чтобы мне Путин там медальку дал или что-то еще. Пришлось сидеть, а он государственный там работник, государственной организации. Что, выступление по телесуфлеру? Или выступление его шестерок? Или каких-нибудь этих спикеров типа Министерства обороны российского, этого тупоглазого, лупоглазого генерала Коношенкова, который читает с квадратными глазами то, что там написали ему шестерки очередные. Кондовым плохим языком, тупым механическим голосом. А в ответ наглый живой чувак. Да, наглый, конечно, но понятно, яркий, берет за душу. Это первое. Второе. Ленин понимал реально, не случайно надо взять телефон и телеграф в Петрограде. Коммуникацию. Коммуникация. Вместе с телеграфом захватить телеграфное агентство. Тогдашнее телеграфное агентство российское. Что делает Пригожин? Он создает собственную сеть средств массовой информации, которая обслуживала его и продвигала его много лет уже. Это два. Ленин обещал народу простые и понятные ковришки. Когда шла война, Первая мировая война, народ был страшно устал, потому что крестьяне, кто солдаты-то были в основном крестьяне, без семей, им нужно пахать землю, урожаи гибнут и так далее. Ты жили бедновато, что Ленин обещал? Ленин обещал мир и землю. Декрет о мире, декрет о земле. Простые, понятные ценности. Сейчас мир, война кончится, мы тебя отпускаем, ты идешь домой, к жене, к детям, к хозяйству и земля, мы тебе дадим земли. Какие? Что делает Пригожин? Он обещает ковришки.
Какие ковришки? Понятные ковришки. Деньги? Деньги, большие деньги. Причем, если тебя убьют, во-первых, ты умрешь героем, во-вторых, твоя жена еще получит раз, два, три, четыре, пять, 6 миллионов и так далее, и так далее. Деньги. И, если ты зэк, то свободу. А что главное для человека, который сидит в тюрьме? Тем более, он сам говорил, в первую очередь нам нужны люди с длинными сроками, с тяжелыми статьями, убийцы, разбойники, те, у которых тестостерона много, агрессии внутри много, те, у которых кровь на руках, с ними легче разговаривать. Свободу вам гарантирую. Это тот же самый прием, который бьет в самое сердце человека. Он говорит, о, это наш чувак. Приемы те же самые. Те же самые. И главное, что сделал Пригожин вот с этим самым своим выступлением, спектаклем, так же, как Ленин. Он брал на понт. Да-да. Наличных боеспособных сил в Петрограде осенью 17 года у Ленина было едва не меньше, чем у Пригожина сейчас. Меньше. Был костяк, в котором большую роль играли представители частей, сохранивших больше организованности, больше дисциплины, потому что большевики расшатывали в течение всего 17 года, они просто расшатывали армию, деморализуя ее по максимуму. Расшатывая единоначалие, пропагандируя отстранение офицеров, убийство офицеров и так далее. Расшатать армию. А они сами опирались на те части, в которых еще сохранялся порядок. И важнейшую роль сыграли латышские стрелки, которые это были части, сформированные по национальному признаку из латышей. Латыши – это люди в ментальности своей протестантские, то есть очень ответственно относящиеся к порученному делу и к труду. Раз уж ты в форме, то ты ответственно служишь. И процент разгильдяйства и все остальное там был гораздо меньше. И на них можно было положиться. Таких сил было не очень много у Ленина, но этого хватило. У Пригожина таких сил больше. Больше. И вначале не бывает много сил. Начинает все маленькая группа. Небольшая группа, она постепенно прирастает. И если у нее получается, то люди видят, что это сильные пацаны, и мы за ними пойдем, они нам нравятся. И так получилось у большевиков, когда за ними пошли все больше и больше количество людей. И полиция отказалась потом. Потом уже разбежались все вообще, полиции никакой не было. И в итоге к чему пришло все? Потому что большевики захватили власть, захватили просто правительство. При полной растерянности. Полной растерянности. Остальных там официальных вояк, которые должны были защищать, их оставалось все меньше и меньше и меньше и меньше. Они вставали, уходили, и в конце концов Зимний дворец, резиденция Временного правительства, оказался вообще никем не защищен практически, кроме юнкеров-мальчишек, которые уже внутри коридоров Зимнего дворца пытались обороняться. А вот теперь сравните с тем, что произошло в Ростове-на-Дону. Кто оказывал сопротивление? А давайте сравним. И здесь, на самом деле, если так анализировать и пытаться сравнивать с точки зрения там, ну, разбирающихся, да, людей в каких-то процессах, то видно было, что Пригожин, ну, по идее, если это был переворот, он должен был закрепляться в том же Ростове, и сутки, трое вот этого похода на Москву, условного, не молниеносного, как раз бы, возможно, и запустили этот процесс, когда присоединились к нему какие-то части военные, какие-то отделы полиции, какие-то силы Росгвардии. Также мы, ну, увидели стремительный бросок вперед и стремительный откат назад. Потому что не поддержали его силовики в общей массе или просто не успели? Сложно сказать. Я, честно говоря, не анализировал и не беседовал с российскими силовиками. Но то, что ему никто не противостоял, это факт. Дальше возникают вопросы. Наверное, просто некому было противостоять.
Может быть, российская полиция, Росгвардия, все вот эти вот силовые структуры, они могут только демонстрантов разгонять, бить бабушек ногой в живот. А когда видят перед собой организованную силу, то предпочитают не вмешиваться. Вдруг прилетит. Или просто такая степень бардака в организации всех систем безопасности и порядка в стране. Ну, в том числе потому, что все на войне, нет сил внутри, у тех же там подразделений, подчиняющихся ФСБ или Росгвардии, у них что, есть противотанковые пушки, у них есть танки, у них есть тяжелая артиллерия, у них нет тяжелой артиллерии. А здесь едут танки. Один выстрел, дома нет. Никому тоже погибать не хочется. Этого я не знаю, мы не узнаем очень долго. Более того, в современной России это все будет скрываться. Очень долго, естественно. Но факт остается фактом. Никто не Кадыровцы. помешал. Никто не помешал. И более того, вы говорите, там надо было закрепляться туда-сюда. Я не специалист по военным переворотам, могу честно сказать. Но практика показывает, что без решительности на грани безумия они успеха не достигают. Это необходимо решительно, быстро действовать. Тогда история показывает, что бывают удачные случаи переворотов, захвата власти, если мне память не изменяет. А так, ну что, хорошо, ну зайти, занять там здание Южного военного округа и сидеть там ждать. Ну, что дальше? Представьте, вот вы, допустим, я не знаю кто, вы начальник российского ФСБ, да любой спецслужбы, любой страны, что вы будете делать? Ну, вы окружите, вы лишите связи, вы лишите воды, вы начнете забрасывать всякими световыми шумовыми гранатами, вы можете, не знаю, что, пускать газы ядовитые. В вашем распоряжении будет все, если вы почувствовали, что эти, значит, бойцы, бандиты, жулики, переворотчики, путчисты, что они сидят и ничего не предпринимают. Ну, вы их задавите довольно легко и правильно сделаете. Ну А так, здесь... а есть вот эта Да, сакральная, да, история, что я не быстренько, понимаю этого слова. Я не ну, понимаю этого ну слова. смотрите, быстренько забежать в Кремль, усесться условно на трон Путина и сказать, провозгласить себя, скажем так, новым правителем Российской Федерации. Но этого же не было у Пригожина в его как бы целях и планах, по-моему. Вы меня спрашиваете? Ну, я просто дискутирую с вами. Просто если не было смысла закрепляться в каких-то отдельных там, ну, территориях, городах, там Ростов, не Ростов, а двигались они на Москву, ну, что нужно для того, чтобы захватить и сбросить Путина? Кремль занять? Ну, для того, чтобы захватить Путина, нужно найти его в том месте, где он находится, что является нетривиальной задачей. Это сегодня, наверное, самый охраняемый человек в мире. Мне кажется, что президент Украины Зеленский, хотя он находится в центре борьбы Украины за свободу и в центре отечественной войны, которую ведет Украина, он, может быть, меньше даже охраняем, чем Путин. Потому что охрана Путина это уже, в общем, это уже определенные уровни паранойи, учитывая, если это длинный стол и вот это вот все дело. Но суть не в этом. Дело в том, что каковы были истинные намерения Пригожина, я не знаю, или вряд ли кто-нибудь знает, и в ближайшее время вряд ли получится узнать. Но я не случайно употребил слово «спектакль», потому что, насколько я себе представляю Евгения Пригожина, он человек с его бэкграундом, он человек талантливый в определенном смысле, безусловно, в том числе и в том, как он говорит, я уже сказал, и в разных других делах. В общем, денег у него много. И его прошлое, и годы, проведенные в тюряге, а их много было этих годов, они, в общем, опыт дают богатый. И в этом опыте есть такая вещь, как умение брать на понт. И любая там разборка между коммерсантами, бандитами или бандитами, коммерсантами и так далее состоит в том, что ты наехал на контрагента,
Забрал часть переговорной территории и закрепился. Это уже твое. Заставил человека что-то признать, что он тебе должен. Он тебе уже должен, по понятиям. Еще поднаехал. Если в зуб навстречу не получил ответного наезда или не понял, что там с той стороны кремень, значит, еще дальше наезжаешь, откусываешь еще территорию, откусываешь бизнес, вот этот бизнес, вот этот, бабки откусываешь, автомобиль забираешь, не знаю, что еще. Вот я тебя на счетчик поставлю. Взять на понт, напугать. А дальше посмотреть, дальше обратить это в какие-то кайфы. Можно назвать это деньгами. Кайфы могут быть разные. Но Пригожин человек денег. Он сделался богатым человеком, сейчас уже не важно, там, за счет чего, кто ему помогал, кто его крышевал, какие люди в погонах его крышевали в Петрограде, Ленинграде. Большие люди в погонах крышевали, помогали. Это сейчас не имеет значения. Он про деньги. И он понимает, что он оказался в исключительной ситуации, наверняка он человек умный, в исключительной ситуации, когда на фронтах так называемой специальной военной операции, как в новостях оттуда, последние месяцы громче всего звучало название его частной военной компании. В российских СМИ. В российских. Сначала оно было запрещено, а потом оно звучало везде. Народ быстро узнал. Вот это настоящие пацаны. Билборды, да. Потом пошли билборды. Это вообще отдельная история, потому что Россия сегодня государство, в котором вид деятельности, считавшийся уголовно наказуемым, создание частных военных компаний, там, наемничество и так далее, уголовно наказуем, официально рекламируется. Россия до того, как по задним числом сейчас выпускали там всяких законов, значит, когда людей, сидящих в тюрьме, нельзя призывать в армию, их не просто призывали на фронт, не в армию, а в запрещенную организацию, по закону, запрещенную организацию, так еще и вербовать этих людей в зоны, в колонии. Приезжали вербовщики, и тот же Пригожин, и его люди, перед которыми открывались все ворота, и под козырек брали офицеры службы исполнения наказаний, ну там, начальство колонии и так далее. Это же нонсенс. В государстве есть законы. Само государство их нарушает. Ну, И на этом фоне я предполагаю, что Пригожин мог не иметь таких далеко идущих планов, прописанных на бумаге, но был человеком страстным, попер как бы уже, адреналин сыграл, попер, пошли, заодно убедился в том, что его люди его слушаются, его верят. А дальше, вот сколько сможем откусить, столько и откусим. А дальше реализуем это в какие-то другие кайфы. Какие? Подменяем на собственную безопасность, на безнаказанность, на деньги. Тем более все знают, что Пригожин и его люди оказывали российской власти очень серьезные услуги, в частности, в Африке. И без него там плацдармы российские были бы гораздо менее заметны. И бизнес, и участие в бизнесах, там, поддержка режимов, существующих там, не бесспорно, там военные советники и т.д. Он нужен. И он прекрасно понимает свои сильные стороны, свои сильные козыри. И здесь они становятся только сильнее. Я так предполагаю. Кирилл Викторович, Лукашенко вот в этой всей Товарищ комбинации. Понятия не имею, что Лукашенко. И вот Лукашенко сделает то, что ему скажут. что тогда означает, что там Пригожин уходит в Беларусь? Понятия не имею. Лукашенко сделает то, что ему скажут. Лукашенко полностью в руках Путина. И, соответственно, его это была идея там вести переговоры с Пригожиным. Не его идея. Вел ли он эти переговоры? Не вел ли он эти переговоры? Это может быть для отвода глаз. Может быть сделано совершенно справедливо для того, чтобы уважить того же самого Пригожина, который поймал ветер под крылом, поток воздуха и вознесся в высокие выси и почитался человеком первого уровня государственной власти. Значит, глава государственной власти России, конечно, не будет опускаться до какого-то вот такого непонятно кого.
Давайте мы сделаем приятное. Пускай он говорит там, с главой государства. Другого, правда, государства, карманного там, но тем не менее, как бы главой государства. Ну, все, уважуха. Нашли хитрый ход. Красиво выкрутились. Если это был действительно Лукашенко. Почему нет? Он же удобен для таких вещей. Ну, Россия платит Беларуси огромные деньги. Колоссальные. Соответственно, попросить Луку лишний раз. А сам попросить, если сам придешь. Я так думаю. Ну, просто здесь накладывается вот этот шум, да, который от белорусской оппозиции в изгнании доносился. Даже полк Калиновского записал видеообращение про некий час Че, когда во время движения Вагнера к Москве или там в ту сторону якобы должны начаться были процессы в Беларуси. Поэтому, собственно, здесь очень интересный такой ход и выпад. Ну и польская армия, которая в полной боеготовности Дуда приказал ей быть в эти дни, ну, как бы тоже как-то вот пристально смотрели в сторону Беларуси. Возможен ли там переворот? Ну, теперь получается, что если там будет в Беларуси Пригожин со своими пригожинцами, то, ну, смотрите, у Лукашенко карт-бланш. Пригожин есть, ядерное оружие на хранении тоже есть. Получается, шансов на смену власти в Беларуси все меньше. А при чем здесь польская армия? Я читал про Дуду, но не очень понимаю, при чем она здесь. Ну, смотрите, если, ну, как бы польская армия, политики которой говорят о том, что если в Беларуси начнется переворот, это почти на официальном уровне, мы должны поддержать переворот в соседней стране, то как-то Я не факт... слышал таких слов. Я не слышал слов от президента Польши Дуды, что мы должны поддержать военный переворот. Честно скажу. Может быть, просто вы больше информированы, чем я просто, или я пропустил этого. Я не слышал. Это был генерал польский в эфире польского радио. Он заявил это буквально открыто в эфире. Ну, Ну, генералов в Польше много, тут надо знать детали. Дьявол в деталях. Вы употребили фамилию президента польского. Я, честно говоря, не слышал это в изложении где-нибудь. Что он говорил, что мы, как Польша, должны поддержать военный переворот. Вообще, так регулярно делается, когда в какой-то стране начинаются военные действия, и ситуация может выйти из-под контроля, значит, соседние государства объявляют там соответствующую степень боеготовности, чтобы на случай чего исключить там проникновение каких-нибудь там неправильных людей с оружием или еще что-нибудь, кому-то захочется там, перейти границу. Это, в общем, практика, которая в истории имеет много случаев подтвержденных. А что касается, что там какой-то генерал сказал где-то по радио, знаете, сегодня в условиях интернет-информации и дикого количества фейков, это все надо проверять и проверять, что он сказал. Во-первых, конкретно по-польски, во-вторых, в каком контексте. Поэтому я не готов это обсуждать. Вот именно про Польшу. А все над Белоруссией, я не специалист по ядерному оружию, могу сказать честно. Недавно видел какой-то большой материал про это относительно того, что можно с этим ядерным оружием делать, чего делать нельзя. Зачем его туда послали и на самом деле отправлено туда или еще нет. Это все какие-то такие знаковые вещи. Вот мы покажем, что в Беларуси тоже есть ядерное оружие. Теперь там, вот пускай оно там будет, а сейчас туда еще идет Пригожин. Давайте подождем чуть-чуть, потому что фраза «Пригожин уйдет в Белоруссию», она, знаете, он туда грибы пошел собирать. Он туда пойдет собирать грибы. Вот где сказано, что он там будет жить, например? А может, он там жить не захочет? Что значит уйдет в Беларусь? Не знаю. Вопрос в другом, что будут делать профессиональные военные с большим опытом боевых действий, с высоким уровнем тестостерона в крови. Это те, кто служил, если продолжает там, сейчас находиться в рядах этой частной военной компании. Но еще больше меня занимает вот какой вопрос. Опять вернусь к тому, с чего я начал, что вот есть такое государство Российская Федерация, и как оно, по каким оно законам живет, если живет по законам. Были убиты некоторое количество, некоторое число
российских военнослужащих, граждан России, находившихся под присягой. Они были убиты, погибли. Это вот люди, летевшие в вертолете, в самолете. Да? Их число разное называется, там порядок 10 человек и больше. Да? Эти люди были убиты. Легко выясняется на самом деле кем. При желании это выясняется легко. За просто так. Кто несет за это ответственность? Это первое. Второе. Великому российскому народу, великому, потому что он таковым привык себя считать, другие могут сомневаться в этом. И всему миру было объявлено, значит, что Путин назвал, не называя фамилию Пригожин, там, изменник, предатель, вот это все. Да? И ночью генеральный прокурор сообщил лично хозяину России, что возбуждено уголовное дело по факту госизмены, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я там детали не изучал, но госизмена серьезно ничего быть не может. Да? Возбуждено уголовное дело. Теперь выясняется, устами пресс-секретаря президента России, что Пригожин ничего не будет, дело закрыто, и вообще все так рассосется. Возникает вопрос, законы в стране существуют или нет? Вот и все. Это спектакль получается, очень плохой спектакль. Очень плохой. И просто, чтобы закончить разговор, мы уже долго разговариваем, я вспоминаю события 1939-1940 годов под названием «Зимняя война». Это одна из маленьких победоносных войн, когда Советский Союз напал на Финляндию. Сталин с Гитлером расписали Европу, как известно, своим пактом Молотов-Риббентроп в 1939 году. Балтийские страны, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. А потом там, в основном они отошли в зону интересов Советского Союза. Значит, мы вам не будем мешать, дорогие товарищи, сказал Гитлер. Займемся тут поляками и так далее. А вы спокойно там занимаетесь. Вот Сталин, значит, сначала разместил свои базы в балтийских странах, и плюс ко всему осенью 1939 года напал на Финляндию. Это была маленькая победоносная война, которая кончилась большой, колоссальной кровавой драмой. И для финнов, которые потеряли 10% своей территории, 10% или 11% населения вынуждено было бежать, просто покинуло свои дома, бросило навсегда. И жертвы были колоссальные. И для Красной Армии, которая потеряла за 100 дней войны примерно 330 тысяч человек, из них примерно там 120 тысяч, я вообще условно, там больше 100 тысяч убитыми безвозвратных потерь. То есть 1000 человек в день теряла Великая Красная Армия, про которую советским людям рассказывали, что она непобедимая, легендарная, и вообще сейчас всех порвет на английский флаг, и через неделю будет в Хельсинки и так далее. Не было ни Хельсинки, ни английского флага. Были десятки тысяч, еще потом обмороженных, тяжело раненых и так далее. И весь мир, в первую очередь, товарищ Гитлер, который, конечно, там со Сталиным в тот момент целовался в засос, но готовился к войне, он увидел, что все рассказы Советского Союза о том, какая у него могучая Красная Армия, фуфло. Фуфло. Что в этой армии колоссальный недобор квалифицированных командиров, потому что их уничтожали. Репрессии 1937-1939 годов уничтожили весь цвет Красной Армии. Практически весь цвет. Начиная с маршалов и ниже. Когда командирами дивизии оказывались недавние капитаны. Что качество вооружения и все остальное, качество управления и тогда просто качество подготовки людей на офицерских должностях низкое. Если в гитлеровской Германии все высшие офицеры, абсолютно, и генералы, и полковники, это все были люди, прошедшие Первую мировую войну, мальчишки. В советской армии колоссальное число людей с опытом Первой мировой войны было уничтожено. Гитлер увидел, что Красная Армия — это если не колосс на глиняных ногах, то это большой мыльный пузырь, с которым можно легко разбираться. Дальше они наделали, немцы сами, спасибо им за это, колоссальное количество глупостей, в первую очередь тот же Гитлер. Иначе могло быть гораздо хуже советским людям. Так вот, сегодня
Россия показывает, что ее вооруженные силы, ее система управления, обеспечение безопасности и так далее, извините меня, если подобные спектакли возможны, то что дальше говорить? Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, напишите, что вы думаете. На Бутовы называется YouTube-канал. Переходите, в описании есть ссылка и на Telegram-канал тоже. Мой финальный вопрос нашей сегодняшней встречи, он про Запорожскую атомную электростанцию. Буданов дает интервью в западной прессе. Он говорит, что все у россиян готово для того, чтобы спровоцировать некую аварию. Ну, заминированная. Грузовики с взрывчаткой стоят там в определенных местах, понятно, минирование по периметру. Он как бы проводит линию, что как только, ну, образно, да, вот ВСУ бросятся деоккупировать Запорожскую атомную АЭС, есть как бы разнарядка, ну, вот взрывать. Какая это будет авария, непонятно. Что с охладителями, там есть срок от 4 там, часов до 10 дней, или там 14 дней, сколько может остывать вот это все. То есть вот уже есть какие-то просчеты. На самом деле весь мир увидел, как в ядерной державе, могущественной ядерной державе по количеству боеголовок, вот происходит нечто, которое называется словом «мятеж». Как вам кажется, вот это просто не было такого прецедента в истории, чтобы там захвачен подобный объект, и ну, он терроризировал не только там страну, да, в которой он захвачен, а в принципе там полконтинента, если не весь континент. Есть такие планы, и что делать? Вот Зеленский взывает к миру, а мир как-то на Путина может повлиять в контексте вот этом узком, но таком губительном вообще для континента вопросе? Саш, простите, я не понял вопрос. Можно покороче сформулировать его, потому что я потерял мысль. О чем идет речь? О речи Буданова я ее не слышал. Или интервью с ним я не читал. Ну, смотрите, Почему? речь Буданова я вам пересказал, что украинский ГУР Да, вы говорит, что сказали, что все Россия готово готовит, для того, чтобы да, для подрыва подорвать. там. Так. Зеленский взывает к миру, чтобы весь мир объединился и остановил вот эти планы. Может ли мир остановить Путина в такой стране, о которой мы сегодня говорили, о событиях, о которых мы сегодня говорили? У вас там прозвучало слово «мятеж», поэтому просто я запутался. Насчет того, может ли мир остановить Путина, э, я пока не вижу, чтобы мир остановил Путина. Пока в Украине продолжается кровавая бойня, продолжают гибнуть люди, десятками и сотнями людей, десятки и сотни людей с обеих сторон. Как можно говорить о том, что мир остановил Путина? Значит, синоним мир остановил эту бойню. Она продолжается. Значит, не остановил. Что касается Запорожской станции, то, с одной стороны, мы с вами не должны знать всех деталей. С другой стороны, э, командующие с обеих сторон, я имею в виду командующие разными направлениями, ну, скажем, там, Буданов, командующий направлением разведки, да, они, в общем, должны всегда делать свою работу. В часть этой работы входит там дезинформация, выбрасывание определенных нарративов там в публичное поле. Делается, иногда это делается для дезинформации, иногда делается это для предупреждения каких-то вещей, для того, чтобы дать понять, что мы знаем многое, для того, чтобы активизировать внимание мирового сообщества и так далее. Работают серьезные ребята над этим. Вот. Поэтому что стоит конкретно за заявлением господина Буданова, я знать не могу. Но зато точно могу сказать, что уж точно совершенно, что кровавая мясорубка по не продолжается. А что Ну, будет с Запорожской станцией, ну, если будет то, о чем даже не хочется думать, то это будет очень и очень плохо. Какова вероятность этого?
Не знаю. Но уже за эти месяцы произошло такое количество ужасных вещей, в которые невозможно было поверить 2-3 года назад, что уже трудно будет чему-то удивляться. Мне так кажется. Ну да, Каховская ГЭС это тоже казалось, ну, Да послушайте, достаточно. Каховская ГЭС, да, ну, извините меня, бомбардировки мирных городов. Не говоря уже о том, что без объявления войны одна страна вторгается на территорию другой силами нескольких армий, декларируя насильственные свержения правительства, захват государственных учреждений, понятно, что уничтожение там главы государства и так далее. Да, бесспорно, Кирилл Каховка, Викторович. Да, я просто, Днепро. ну, я по техногенному как бы иду этим масштабным катастрофам, да, действительно. Спасибо вам большое за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Не за что, Саша. До свидания. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого. Всего доброго.